Привет всем! Сегодня предлагаю взглянуть на семью, под немного другим углом. Не как на что-то естественное и само собой разумеющееся, а скорее как на большой спектакль. У этого спектакля есть свой сценарий, свои скрытые правила, и вот с помощью антропологии мы и попробуем разобраться, кто какие роли на этой сцене играет, причем каждый день. И вот главный вопрос. Семейная жизнь — это действительно что-то природное, данное нам свыше, или это все-таки хорошо срежиссированный спектакль? Мы-то привыкли думать, что все естественно. А что, если за этим стоит продуманный сценарий? Ну что ж, давайте откроем наше условное дело и взглянем на улики. Итак, в центре нашего внимания семья Ивановых. На первый взгляд, самая обычная типичная семья. Таких много. И вот как раз на их примере, на примере их быта, мы и попробуем вскрыть эти самые невидимые сценарии, о которых и пойдет речь. Такая вот обычная семья в трешке. Наверняка что-то знакомое, да? И вот эта узнаваемость, она-то и делает наш разбор таким интересным. Давайте знакомиться. Окей, вот действующие лица. Смотрите, у нас тут 3 поколения. Есть старшая, бабушка Анна, она живет рядом, родители Сергей и Марина, и дети Лёша и Маша. В общем, все выглядит, абсолютно классически, правда? Такая стандартная ячейка общества. А вот теперь давайте копнем глубже и посмотрим на детали. Итак, первая улика — деньги. Тут все интересно. Официально, так сказать, на бумаге, главный добытчик Сергей, он кормилец. Но вот вопрос, кто реально рулит финансами изо дня в день? А рулит Марина. Именно она распределяет бюджет на все текущие расходы. При этом Сергей, заметьте, оставляет за собой последнее слово по крупным покупкам. То есть он как бы сохраняет контроль. Чувствуете уже этот разрыв между официальной версией и тем, что происходит на самом деле? Идем дальше. Улика номер 2 — забота и домашний труд. И вот тут картина становится еще яснее. Смотрите, готовка, уборка, дети, школа, врачи, плюс еще уход за пожилой мамой. Почти все это, вся эта ежедневная безостановочная работа на Марине. А что же Сергей? Его вклад точечный. Починить кран, например. Просто представьте себе объем этой непрерывной работы, которая ложится на одного человека. Ну что ж, улики на столе. Теперь самое интересное — анализ. Давайте попробуем сложить этот пазл и понять, что же на самом деле происходит в семье Ивановых, почему их система устроена именно так, а не иначе. И вот он, ключевой момент, главный парадокс. Официальная версия, которую транслирует семья — Сергей — глава, он — кормилец. А что в реальности? А в реальности всем рулит Марина. Она менеджер бюджета, здоровья, детского расписания, заботы о старших. По сути, она операционный директор этого семейного предприятия. Без нее все просто остановится. И знаете, у этого явления есть вполне конкретное название. В антропологии это называют невидимый труд. Что это такое? Это вся та гигантская работа по планированию, организации, эмоциональной поддержке, та работа, которую никто не замечает, не ценит как настоящую работу, но без которой, как мы видим, вся система просто рухнет. Вот эта диаграмма, по-моему, все показывает идеально. Смотрите, вот этот маленький столбик — это официальная признанная работа Марины, за которую она получает деньги. А вот этот огромный — это тот самый непризнанный невидимый труд. То есть ее настоящая работа — это буквально верхушка айсберга, а весь фундамент, на котором держится благополучие семьи, он скрыт под водой. И он огромен. Хорошо, это все теория. А как этот невидимый труд выглядит вот вживую, в реальной жизни? Давайте сделаем зум, приблизим картинку и посмотрим на один единственный самый обычный момент — утро буднего дня. И посмотрим, как эти роли разыгрываются и закрепляются прямо у нас на глазах. Просто проследите за временем. 6:45. Марина уже на ногах, готовит завтрак. 7:05. Будет детей. 7:15 просыпается Сергей, идет в душ, и завтрак уже на столе. То есть пока один человек работает в режиме многозадачности, как авиадиспетчер, координируя всех и все, второй, по сути, оказывается в роли такого почетного гостя. Он просто проходит через уже подготовленную для него сцену. Так что же видит здесь антрополог? Он видит не просто семью за завтраком, он видит исполнение ролей. Есть координатор — это Марина. Есть гость — Сергей. И есть зависимые — дети. И вот этот маленький утренний ритуал, повторяюсь изо дня в день, на самом деле железобетонно закрепляет существующую иерархию и распределение власти в семье. Но ведь эти роли держатся не только на действиях, они подпитываются словами, идеями.
Теми самыми фразами-установками, которые мы все постоянно слышим. Так принято, так должно быть. Давайте теперь займемся деконструкцией этих фраз, как настоящие антропологи. Начнем с классики. Настоящий мужчина должен зарабатывать больше жены. Мощнейший культурный код, правда? И, как мы уже видели на примере Ивановых, он все еще отлично работает. Давайте разберем эту фразу на части. Первое. Какое здесь скрыто ожидание? А то, что деньги — это мерило мужественности. Второе. Какой порядок вещей это защищает? Очевидно, финансовую иерархию, где у мужчины больше власти. И третье, самое главное. Как это можно переформулировать? А вот так. Партнеры договариваются, как им зарабатывать. И смотрите, слово «должен» исчезает, и на его месте появляется слово «договариваются». Скрытое правило становится явной договоренностью. Идем дальше. Еще одна железобетонная установка. Нормальная мать всегда ставит интересы детей выше своих. И вот вам прямое объяснение, почему в нашей истории именно Марина тащит на себе всю заботу и о детях, и о старшем поколении. И снова тот же механизм. Ожидание — полное самопожертвование. Твои личные потребности? Но они где-то там, на последнем месте. Какой порядок это защищает? Очень удобный порядок, при котором вся ответственность за детей просто перекладывается на женщину, а все остальные как бы и ни при чем. А как это можно переписать? Взрослые договариваются, как заботиться о детях так, чтобы у каждого оставались силы и личное пространство. Опять же, «должна» превращается в «договариваются». И, наконец, третья установка, которая касается уже мира эмоций. Мужчина не должен плакать, он должен быть сильным. Это правило напрямую объясняет, почему эмоциональное обслуживание семьи Ивановых — это тоже зона ответственности Марины. Давайте посмотрим, что за этим стоит. Ожидание. Мужчинам запрещено показывать уязвимость, ведь эмоции — это слабость. Какой порядок это защищает? Систему, где весь эмоциональный труд — выслушать, поддержать, успокоить — делегируется женщине. А нейтральная версия какая? Любой человек имеет право на эмоции, а сила заключается и в том, чтобы попросить о помощи. И снова мы видим, как невидимое правило перекладывает целый пласт работы на одного человека. Итак, мы собрали улики, проанализировали их, даже деконструировали культурные коды. Какой же главный вывод можно сделать из всего нашего расследования? Что нам дает этот новый антропологический взгляд? А вывод очень простой, но очень важный. Все наши роли в семье — это не судьба и не природа, это договоренности. Чаще всего негласные, невидимые, но все-таки договоренности. И как только мы начинаем их видеть, как только мы понимаем, что это не данность, а чей-то сценарий, вот тогда-то и появляется возможность что-то изменить. И вот финальный вопрос, который, я надеюсь, останется после нашего разбора. Если мы смогли увидеть эти невидимые соглашения в жизни Ивановых, то какие еще негласные сценарии и правила формируют нашу собственную жизнь? На работе, в дружбе, где угодно. Ведь умение видеть эти скрытые скрипты — это, пожалуй, есть главный ключ к пониманию того, как на самом деле устроен наш мир. Спасибо за внимание.